Вздутие, боль и непредсказуемая диарея или запоры. Эти симптомы могут сильно напугать, и не зря. Их игнорировать точно нельзя. Но не всегда эти симптомы связаны с серьезными диагнозами. Это может быть функциональное расстройство, которое не имеет органической природы и от которого страдает 10-15% населения Земли. Речь идет о синдроме раздраженного кишечника, которым женщины страдают 1,5-2 раза чаще, чем мужчины. У большинства людей эти симптомы сохраняются годами, и многие терпят и не могут понять, и не могут ничего с этим поделать. При этом качество жизни у этих людей сильно нарушается. Что это за диагноз? И почему живот сдувается даже от обычной еды? И самое главное, можно ли избавиться от этих мучительных симптомов? Посмотрите до конца этот ролик, чтобы понять, как вовремя распознать СРК, как избавиться от этих симптомов. И в конце дам несколько советов, особенно последний вам понравится, как облегчить свое состояние. А с вас лайки, комментарии и подписка. Синдром раздраженного кишечника обязательно характеризуется 5 симптомами. Первое – это боль. Боль может быть в районе живота, и она может быть в разных местах. Внизу живота, справа, слева или в районе подреберья. Это одна из самых характерных черт синдрома раздраженного кишечника. При других заболеваниях желудочно-кишечного тракта боль в основном локализуется в одном месте. И эта боль может быть колющей, распирающей или блуждающей. И боль должна быть хотя бы 1 раз в неделю в течение 3 месяцев и более. Боль может меняться в зависимости от дефекации. Например, вы сходили в туалет, боль полностью пропала. Или наоборот усилилась. Второй симптом – это вздутие живота. Именно этот симптом синдрома раздраженного кишечника доставляет очень большие проблемы людям, которые страдают этим заболеванием. Этот дискомфорт связан с постоянным урчанием, бульканьем, и какие-то звуки издаются из живота. От этого человек чувствует дискомфорт, потому что ему неудобно находиться в общественном месте. Ему все время ощущение какого-то дискомфорта внизу живота и нет уверенности в том, что твой живот, кишечник тебя не подведет. Третий симптом – это чувство быстрого наполнения желудка. То есть люди, страдающие синдромом раздраженного кишечника, они не могут есть много. У них постоянное ощущение, вот я уже говорил, второй симптом – вздутие живота. Из-за этого они съедают мало, но им кажется, что они уже переели. И в дальнейшем, когда я буду объяснять, из-за чего возникает синдром раздраженного кишечника, я объясню, почему именно такой симптом при синдроме раздраженного кишечника. Потому что это один из самых важных, основных симптомов. Четвертый симптом – это частота стула. При синдроме раздраженного кишечника человек не понимает, как работает его кишечник. Потому что все время ему хочется в туалет. Иногда он может ходить очень часто, много раз в день, а иногда может не ходить по несколько дней. Пятый симптом – это консистенция стула. При синдроме раздраженного кишечника бывает диарея, так и бывают запоры. При диарее говорится о том, что синдром раздраженного кишечника с преобладанием диареи. При запорах – синдром раздраженного кишечника с преобладанием запоров. И бывает еще смешанный тип синдрома раздраженного кишечника, но такой тип очень редкий. Отсюда вывод. Если у вас присутствуют все эти симптомы, при этом еще вы страдаете повышенной чувствительностью, тревожным состоянием, то, скорее всего, у вас синдром раздраженного кишечника. Слушайте дальше, и вы уже будете углубляться и точно поймете, есть ли у вас синдром раздраженного кишечника или нет. И напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам интересны темы, связанные со здоровьем кишечника, и какие проблемы с кишечником вас интересуют. Я тогда сделаю, может быть, на эту тему ролик. Почему возникает синдром раздраженного кишечника? Первое – это нарушенная физиология. У людей с синдромом раздраженного кишечника кишечник либо очень быстро сокращается, либо очень медленно сокращается. И в зависимости от того, как сокращается кишечник, если пассаж содержимого кишечника происходит очень быстро, то синдром раздраженного кишечника с диареей. Если это медленно, то возникают запоры. Вторая причина – это повышенная чувствительность кишечника к растяжению газами или содержимым кишечника. Именно поэтому у людей с СРК быстро наступает
чувство насыщения. Потому что у них кишечник плохо растягивается. Вообще это не только кишечник, но и желудок плохо растягивается, и двенадцатиперстный кишечник. Все отделы желудочно-кишечного тракта, они очень чувствительны. Из-за этого они напряжены, из-за этого плохо растягиваются. И поэтому именно такие люди очень остро реагируют на растяжение кишечника. Третья причина – это реакция стенки кишечника на содержимое, то есть на разные продукты питания. Есть люди очень чувствительны к пище, которые содержат ферментируемые олиго-ди-моносахариды или полиолы. Эти продукты сокращенно называются FODMAP. И у многих людей эти продукты вызывают эти неприятные симптомы. Но здесь на самом деле не очень понятно. Либо есть люди, которые сами так реагируют, чувствительны к таким продуктам, либо люди, у которых уже есть синдром раздраженного кишечника, они не могут употреблять такие продукты. Список этих продуктов вы можете найти в интернете. Загуглите FODMAP, сразу весь спектр продуктов выйдет. Четвертая причина – это психоэмоциональный аспект. Тревожное расстройство, беспокойство, постоянное напряжение. И люди, склонные к депрессии, чаще всего страдают синдромом раздраженного кишечника. Это не случайно, так как кишечник – это тот орган, в котором воспроизводится серотонин. И у людей с синдромом раздраженного кишечника были замечены нарушения серотонинового обмена. И тут есть интересный момент, который до конца не ясен. Либо психоэмоциональные изменения приводят к синдрому раздраженного кишечника, либо синдром раздраженного кишечника истощает психоэмоциональную сферу. В любом случае, самый эффективный препарат для лечения синдрома раздраженного кишечника являются антидепрессанты. Именно трициклические антидепрессанты, это старые антидепрессанты. Но в нашей клинике я и мои коллеги лечим более органическими способами. Дослушайте до конца, и вы поймете. Как выявляется СРК, то есть диагностика. Первый, самый важный инструмент диагностики СРК – это сбор анамнеза. Доктор должен поговорить с пациентом о его жалобах. И пациент должен все как есть, правду рассказать, какие чувства он испытывает. И если в его рассказе будут все те симптомы, которые я ранее озвучил, то, конечно, доктор с большей вероятностью будет подозревать синдром раздраженного кишечника. Но это не исключает другие методы диагностики, например, анализ крови, фиброгастродуоденоскопию, колоноскопию и так далее. На самом деле ко мне приходят же пациенты с синдромом раздраженного кишечника с какими-то диагнозами, да, вообще левыми, как говорится, да, и лечат еще от разных. И, конечно, они не чувствуют какие-то улучшения. Ну и, конечно, вот эти люди все приходят с анализами, мы смотрим все это, и нам проще. Мы все примерно представляем. Но если чего-то не хватает, мы обязательно направляем на дополнительный анализ. С какими заболеваниями можно спутать СРК? Первое – это недостаточность поджелудочной железы, при котором тоже бывает диарея или стеаторея. Это непроходимость жировых масс, да, жир. Здесь, чтобы дифференцировать, нужно посмотреть на анализ кала и определить эластаж поджелудочной железы. Также путают с ранними признаками воспалительных заболеваний кишечника. Это болезнь Крона, неспецифический язвенный колит. Здесь, чтобы разобраться, нужно обратить внимание на кальпротектин и на лактоферин. Ну и если проблемы с этими показателями будут, конечно, доктор вас направит на колоноскопию. Третье, с чем можно спутать синдром раздраженного кишечника, это лямблиоз. Лямбли – это паразиты, это любимая тема многих людей. Но для того, чтобы определить, есть ли у вас лямблиоз, надо сдать анализ кала на лямблии, и сразу видно будет. И четвертое, с чем можно спутать, это СИБР – синдром избыточного бактериального роста. Ну, чтобы определить СИБР, нужно сделать дыхательный тест, где может определиться пары водорода, да, избыточный паров водорода. Ну, тогда уже доктор скажет, у вас СИБР. СИБР возникает из-за того, что не из-за того, что многие люди думают, что они едят плохую еду там, и так далее. Да? На самом деле СИБР возникает из-за того, что бактерии толстого кишечника попадают в тонкий кишечник. И тогда мы говорим про СИБР. И для этого создаются свои условия. И пятое – это непереносимость. Всеми любимая
целиакия, глютеновая непереносимость, да, глютен на самом деле это не зло, есть люди, у которых есть чувствительность к глютену, у меня есть ролик про это, посмотрите, пожалуйста, и лактозная непереносимость, то же самое. В тибетской медицине желудок делится на 3 части, и в нижней трети считается, что находится ветер, сопровождающий огонь, огонь пищеварения. И этот ветер на самом деле работает во всех полых органах. То есть этот ветер отвечает за перистальтику, за продвижение пищевого комка и так далее. Второй, в средней части находится пищеварительная желчь. И в этой части пищеварительной желчи она как выполняет функцию желудка, брожения. Да? Конечно, с тем, что находится в верхней части желудка, это расщепляющая слизь. Они вместе работают, расщепляющая слизь и желчь пищеварительная. Все эти процессы, если происходят правильно, то пищевой комок формируется правильно и проходит на дальнейшие этапы переваривания. Но если в желудке все это нарушается, а может это нарушаться локализацией этих энергий, например, ветер, сопровождающий огонь, может в верхнюю часть уйти, а слизь может вниз упасть и так далее. Много разных нарушений может быть. Тогда пищевой комок начинает формироваться неправильно. И это вызывает уже в дальнейших отделах желудочно-кишечного тракта различные реакции, которые вызывают повышенное образование газов, раздражение стенки кишечника, что в свою очередь повышает чувствительность стенок кишечника, и кишечник начинает раздуваться, начинает чувствовать что-то не то. И в этот момент наш мозг начинает прислушиваться к кишечнику. Что же там не так? А мозг, он прислушивается с посредством вегетативной нервной системы. Да? У нас есть симпатические, парасимпатические стволы. Он начинает прислушиваться. А все, куда мозг прислушивается, там происходит дисбаланс. Потому что мозг у нас прислушивается сквозь призмы своих оценок, эмоций и так далее. Я все время об этом говорю. И все. И из-за этого синдром раздраженного кишечника считается в тибетской медицине болезнью возбуждения ветра, истощения пищеварительной желчи и застоя слизи. Переходим к лечению синдрома раздраженного кишечника. В медицине используются для лечения антидепрессанты. Но я буду говорить про лечение в тибетской медицине. В желудке есть 3 энергии, которые могут разбалансироваться. Для гармонизации этих 3 энергий мы используем различные травяные сборы, но в зависимости от того, что находится в дисбалансе. Это определяется по пульсу, на диагностике у доктора тибетской медицины. И далее по симптомам пойдем. Повышенная чувствительность к растяжению кишечника, это газообразование, вздутие, да, которые в дальнейшем вызывает диарею или запоры. Эти все симптомы, они связаны с функцией кишечника. Это лечится с помощью иглорефлексотерапии. На самом деле иглорефлексотерапия, воздействуя на биологически активные точки, похожим образом действует как антидепрессанты. Мы стараемся сделать так, чтобы возник комфорт в кишечнике, напряжение исчезло, раздражение исчезло, и кишечник начал выполнять свою функцию. Тем самым налаживается связь мозг-кишечник и кишечник-мозг. На самом деле здесь и обратная связь есть. И все начинает функционировать правильно. И человек начинает забывать о тех дискомфортах, которые его беспокоили. И это, конечно, занимает какое-то время. Синдром раздраженного кишечника – это не такое уж сложное заболевание. Самое главное – поставить правильный диагноз и определить, что именно является причиной всех этих процессов, и устранить эту причину. А сейчас я вам дам несколько советов, которые могут облегчить ваше состояние при синдроме раздраженного кишечника. А в конце дам один совет всем тем, кто ничего не хочет менять, кто просто хочет что-то принять и получить облегчение. Начнем с питания. Первый – это режим питания. Как всегда, я уже, наверное, вам надоел. 8 утра завтрак, час обед, 6 вечера ужин. Режим всегда имеет значение. Всегда. При любых состояниях. И при синдроме раздраженного кишечника тоже имеет значение. Если мы будем питаться как попало, то как можем ожидать улучшения? Это же состояние связано с нашим кишечником. А кишечник – это, я уже говорил ранее, что это не только орган, это целый мозг, второй наш мозг, который отвечает за наше здоровье, за наше
процессы старения. И нам нужно к этому очень чутко, с заботой относиться. Второй совет. Исключите из своего питания все продукты, которые вызывают повышенное брожение. Вы, может, сейчас подумаете, что надо все яблоки, овощи, фрукты, все убрать. Нет, эти продукты вызывают брожение, так как они содержат много ферментируемой клетчатки, то есть являются кормом для бактерий. Когда бактерии нашего кишечника кормятся, они вызывают газы. Это нормально. А вот те продукты, которые просто вызывают газы сами по себе и вызывают воспаление в кишечнике, это продукты, содержащие рафинированную белую муку. Белый хлеб, выпечки, булочки, кондитерские изделия, сахар, сахаросодержащие продукты исключить нужно. И, конечно, продукты консервантами всякими, да, не свежие продукты, долгого хранения, их тоже нужно исключить. И продукты, которые я говорил уже ранее, FODMAP, их тоже лучше минимизировать. Третий совет при СРК – это включение в рацион питания клетчатки. Я знаю, что многие сейчас посыпятся комментариями, как же так, при СРК нужно исключить все клетчатки и так далее. Давайте я попробую объяснить, почему нужно включать клетчатку. Клетчатку нельзя включать только в тех случаях, когда есть сильные воспалительные процессы в кишечнике. То есть стенки кишечника воспалены, и идет какой-то воспалительный уже процесс. А при синдроме раздраженного кишечника там как такового воспаления нет. Там происходит гиперреакция кишечника на все, что есть, содержится сейчас в кишечнике, или на те газы, которые образуются в кишечнике. И из-за этого мы чувствуем такой дискомфорт. А при СРК клетчатка, наоборот, будет полезна. Будет питать кишечную микрофлору, тем самым кишечник будет успокаиваться, так как когда мы питаем кишечную микрофлору, бактерии кишечника вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые очень полезны для нашего организма. Они и работают в самом кишечнике, и они всасываются в кишечник и идут в кровь, и работают даже в нервной системе, во всех системах нашего организма. И, конечно, двигательная активность. Без двигательной активности никуда. Это всевозможные прогулки, легкий бег, велосипед. Обязательно надо делать гимнастику, зарядку. Когда мы малоподвижный образ жизни ведем, наш кишечник становится ленивым. А когда мы двигаемся, наш кишечник работает правильно. Вот люди, которые страдают запором, попробуйте иногда побегать, попрыгать, у вас кишечник совсем по-другому будет работать. Ну и последнее, так как синдром раздраженного кишечника связан напрямую с нашей нервной системой, и это заболевание характеризуется именно повышенной тревожностью, беспокойством, все виды упражнения, которые приводят к умиротворению нашего ума, к успокоению ума и нахождению в состоянии баланса, нас учит отвлекаться от негативного, все подойдет. Это медитация, это опять же те же прогулки, отвлечения, это гимнастика, йога, пилатес. Все это очень хорошо подойдет. И как я обещал, совет всем тем, кто не хочет или не может изменить рацион питания или образ жизни, но у вас есть синдром раздраженного кишечника, попробуйте ввести в свой рацион питания масло перечной мяты. Масло перечной мяты обладает несколькими хорошими свойствами при СРК. Первый – успокаивает ветер. Второй – разжигает пищеварительную желчь, улучшает. Да? И третий, так как пищеварительная желчь разжигается, происходит как движение слизи. Из-за этого кишечник начинает успокаиваться.